Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. В этом видео речь пойдет про автомобильные проекты, про стоимость автомобилей, обслуживание, ремонт их и сколько они примерно стоят по итогу. Есть смысл этим заниматься или нет. И в этом видео я буду не один. Поможет мне Серега, вы его уже знаете, он мне мелькал на канале, так же, как и я у него. Понравится ли вам такой формат видео? Полуразговорное, такое будет интервью даже, может, в каком-то плане, потому что мнение другого человека будет на канале, другого автоблогера в этом видео. Мне очень интересно, заходит вам такой формат, либо нет, мы будем разгонять, если что, такую же тему. Серега расскажет про свою Audi, мы выскажем свое мнение по поводу автомобильного рынка, что, сколько стоит, рационально, нерационально, есть ли смысл что-то покупать. Ну что, ребят, вот у нас три машины. B3 мой 32 года машине, тут примерно 25-27, допустим, он. B6 мой, ему 15 лет. Ну и не хватает Audi A4, вы скажете, где она. Полетел левый наружный шурус, поэтому она сейчас находится в ремонте. Потом поэтому вот развал. Все нормально, вот одна поломка единственная, и все нормально с машиной. Ну, суть видео какое? Я решил сделать такое лайв-видео, потому что то осмотров давно не было. Люди просят, ну, не выкладывать почему-то. Хотя смотрят 3-4 тысячи долларов машина, что там такого бояться, не знаю. И лица не показываю, но люди боятся. Обзоры, все как-то примитивно. А хочется чем-то разбавить. Такое лайв-видео, такое именно разговорное, так, приглашение к общению. Пишите свое мнение в комментах. Ну, о чем суть? Вот, к примеру, B3 был куплен за 1000 долларов или 1200, я уже не помню. Перебрали всю ходу, потому что машину реально на 60 км в час тянула в сторону. Мне страшно было ехать, она вот так вот виляла. Давай про суть. Ближе к теме. Суть, она стоит сейчас 3000, блин, если все посчитать, сколько у него уже. 3 Passat, блин, в сумме в итоге получается. То есть, блин, ну, рационального зерна здесь вообще по минимуму. Короче, Ромчик хочет реанимировали сказать, машину. Видео в том, что мы хотим обсудить наши все проекты. Вкладывать в ту или иную машину в зависимости от возраста. Чтобы вы понимали, сколько в эти машины нужно вкладывать по-любому, а может быть и сверху, и стоит это делать или не стоит. Правильно? Конечно. Кстати, Серега занимался Passat'ом, красил ей крышу, а Аудюха занимался так, что на Сергин канал сразу подписывайтесь. Пока я не забыл. Поэтому, ну, по Passat'у 3000 долларов он стал. Они сейчас стоят от 1200, ну, там 900 тысяч на запчасти полностью дрявые, гнилые, а 1200-1300 и пошли, ну, за 4500. Один стоит бараночек, ну, это... Но это уже эталон. Выпадает из списка, скажем. Да, так. потому что... Вилка Passat'ов какая? 1200 и до скольки? До ну, от 1,5 до 2,5 более-менее. 2,7 якобы уже почти идеал. Ну, такой, насколько может быть идеал 30-летний. Ну вот, собственно говоря, ты B3 Passat зацепил, давай начнем с B3 Passat. Ну, по-любому, да, по возрастанию идем. Passat для того, чтобы он был нормальный, для того, чтобы вам сильно не колупал мозги и все в этом духе. Ну, при покупке классика, пороги, арки, крышка багажника, там пару латок под днищу, туда-сюда, и 1000 долларов улетело, то чуть больше. Да, имейте в виду, что поэтому... и Passat за 1200, и Passat за 2, по-любому. Те же самые болячки будут, и с теми же самыми болячками вам придется бороться. На 3 жука будет меньше, чем дороже. Все, блин, на пару дыр меньше. Если берете старый автомобиль, мое мнение, нужно смотреть на техничку. Если техничка нормальная, кузовня более-менее нормальная, куда-то можно... Надо забирать по-любому. Да. Вот, и поэтому, если вот приводить, переварили его полностью, заменили крышку багажника, переварили пороги, арки, вот, двери, слава богу, были в нормальном состоянии, днище там тоже, вот, левая сторона переварена, так, есть латки под днищу, то есть переварена машина полностью. Кроме этого, опять же, старость, ну, сейчас уже новая стрекоза, новый регулятор печку, новая магнитола, сиденье поменял. Новый вот, бэушный или новый? А, печка новая. Печка новая, регулятор печки новый. Печка не течет, все нормально, греет хорошо. Плюс вот, я не знаю, полтергейст какой-то или что, сломалось все сразу. Главный цилиндр сцепления, рабочее сцепление, главный тормозной цилиндр. Это все поменено, это все новое. У тебя уже ролик на канале, я так понимаю, вышел по поводу того, что... Да, вот прямо сейчас он вышел, вот, где-то час назад. Получил приключений. Ну, с другой стороны, не стыдно перед человеком. Конечно. Все новое и... В этом плане. Аккумулятор тоже сдох. Поставил другой аккумулятор. Ну вот, и резину поменял. И резину поменял. Так что вот машина в 3 куска и вышла там за 3 примерно. Но реально его сейчас хватит на 4 года. Вот если молодой парень, чтобы научиться ездить, она может ему и не нужна.
потому что столько денег, ну, нету смысла давать. А если человеку, который там дом строит, еще что-то такое, такая, ну, лошадь, которая должна прослужить 4 года, 4 года его хватит, он не сгниет за это время. Тут, ну, его и на больше хватит. Его на больше хватит, да. Его поддерживать или не будет. Да, я про то, что... все те места, которые ты переваривал, и все. Я про то, что если человек ничего не будет делать, просто масло менять и кататься и заправлять, то на 3-4 года его хватит по-любому. Еще полтинник железно он отъедет. Я говорю, до гарантии, полтинник его хватит. Но в любом случае, ребят, вы должны понимать, что это старый автомобиль, и в старом автомобиле может вылезти все, что угодно, абсолютно. Вот вы думаете, вот вам пример. Все поменяли, завтра вылазит та же самая стрекоза, которую ты поменял, или печка. Или педаль сцепления, которая упала в пол, и я охренел, что такое, блин. И в итоге поменял все. Ну вот вам пример, 2500, она может уйдет, или сколько там около этого, а вложено уже 300, 3200, вот так. И это еще как бы нормально. И это еще нормально, да. Сейчас мы к моей перейдем там вообще. Все, последнее видео. Пока. Переходим дальше к Сереге, да. К Audi A6 C4 в кузове. Но Серега брал по низу рынка. Это не оправдание, но начнем с этого, что не типа идеал за 4700, и она покупалась в 21-м. Мой в 19-м. Давай сразу хронологию событий. Люди могут смотреть через 3-4 года. И тут как смотрят на мой B4, который 1,5 года назад продан, и пишут, ты где такие цены взял? А посмотри дату публикации, впадло уже, 19-й год вообще. Так что она куплена в октябре 19 года. Серега купил в 21-м... Или в 20-м, я точно не помню. В 21-м, по-моему. ММ, 21 год, по-моему. Осень 21-го. Когда ты лося поймал? Лося я летом споймал. А осенью ее купил? По-моему, да. Еще ну вот, было. 21 год, значит. Конец 21-го, осень 21 года. Да, я взял ее за 2500. Это был низ рынка. За машиной особо не следили. Машину когда-то перегрели и, соответственно, шлифовали бошки. Ну, как бы двигатель работал хорошо, мотор работал хорошо, поэтому проблем вроде бы никаких не было, антифриз никуда не уходил. И я, собственно говоря, решил ее взять из-за того, что она не крашеная, она в родной краске. Было крашено, по-моему, 2 элемента. Задний бампер, потому что там было какое-то ДТП, и какая-то из дверей. И я всегда, на самом деле, подбираю тачки по такому принципу, что лучше она будет ни разу не крашена, но гнилая, чем она будет уже 3 раза крашеная, и якобы она сверху красивая, а внутри она, опять же, в шпакле. Сгниет, да, в шпакле и сгниет через пару лет. Тем более я занимаюсь кузовным ремонтом, поэтому, собственно говоря, мне восстановить машину по кузовне не составляет большого труда. Да, ну и плюс преимущество в том, что действительно родная краска, и плюс еще в том, что днище было хорошее очень. Ну, ни дыр, ничего. У этих тачек... Не скажи. Плюс, огромный плюс. Нет, ну я согласен, есть экземпляры, что сотки C4 они крепче по кузову, чем А6. Да. Ну, уже чуть-чуть начали дешевлять. Да, чуть-чуть начали удешевлять. Но по днищу вообще никаких нареканий не было. Даже задняя часть, которую я не так давно отпесочил и обработал, ребята, которые мне обрабатывали, сказали, что никаких дырок там не было. Так что вполне себе. В этом плане хорошо. Ну и плюс в том, что она все-таки бензинка. Их не так насиловать, не так на них катается. Ну да. У нас больше любят 2,5 дизель. Из 5 цилиндров один всегда в масле. Которые едут по городу и пыхтят черным. Да, потому что как раз таки вот я снимал сколько... 2 штуки тюнячие, именно А6 у меня ни одной стоковой не было, все тюнячие были. Обе были с 2,5 якобы когда-то. Одна осталась с 2,5, на другую поставили 1,9, поставили огромную турбу. И оба человека говорили, что 2,5, ну и мотористы, которые делали, ну, постоянно на СТО тюнинговались. 5-й котел это всегда проблема. Почему они все всегда черные? 4 цилиндра пляшут хорошо, а в 5-м нет компрессии. Либо очень сильно отличается от всех остальных 4 котлов. Но поэтому... надо отдать ему должное, 2,5 мотор для своего времени, шикарнейший мотор. Шикарный, ничего не говорю в любом некоторые случае. Люди считают, что этот мотор должен до сих пор ездить в том же самом состоянии, как он вышел с завода, а такого просто-напросто не бывает. Как обычно, 2 ляма это только обкатка. Поэтому такие
штуки выходят. Хорошо, самое главное. Кстати говоря, на моей Audi сейчас недавно стукнул пробег 460 тысяч, родной пробег, потому что я знаю, я третий владелец у нас в стране. Ее когда-то пригнали из Германии, ее купил какой-то человек в погонах, потом какой-то молодой чел, и я у этого молодого чела забрал, собственно говоря. Вот 460 тысяч родного пробега. И эти двигатели по факту миллионники, да, их нужно обслуживать, да, за ними нужно следить, потому что 2.6, 2.8 не такие простые двигателя, но миллион они могут проходить при должном обслуживании, правильно? Да. Ну и самое главное, что людей будет интересовать. Да, я ее взял за 2,5, а вложил уже, ну, практически 2 стоимости. Практически 2 стоимости я уже вложил. То есть 7,5 на почти 100. Это я не считаю то, что я ее сам красил, то есть я не считаю свою работу. Всякие запчасти, кузовные материалы, восстановление там подсветок, полная переборка подвески, да, полная переборка тормоза системы и все в этом духе. Обслуживание двигателя. Короче говоря, скоро будет 2 стоимости. Я еще раз планирую ее в скором времени перекрашивать, потому что я думаю, люди, которые смотрят нас обоих, скажем да, так, знают, что у меня во время покраски Audi произошло не ДТП, а ЧП. Оказия. ЧП произошло, да, небольшое. У меня взорвался осушитель и, собственно говоря, попортил мне все ЛКП. И я, собственно, из-за этого хочу перекрасить Audi заново, потому что мне не очень нравится, как некоторые элементы выглядят. Хотя она так вроде бы со стороны, с 1 метра выглядит офигенно, но есть нюансы. Я, как человек, который занимается кузовным ремонтом, понимаю. Перфекционисту не нравится, короче. Ну да. Ну и тоже, как ты говоришь, перед человеком, который в будущем ее купит, тоже не хочется краснеть. Хочется продать ее, я хочу ее продавать не задешево нифига. Хочется, чтобы человек радовался от покупки этого автомобиля. Да, ну конечно, тоже вот в принципе вложено 2 стоимости 7500, но 6100 ее ну, можно 7500, ну 6 где-то. Ну 6 ну, где-то в общей сложности. Ну дай бог от 5 до 6 ее продать. То есть в принципе она в ноль выходит. Вот ну, в за этом 6 плане. я ее хрен продам, положа руку на сердце. Да, конечно, есть фанаты, которые, может быть, и за 6 бы забрали, но мне кажется, за 6 такой автомобиль должен быть вообще в идеальном состоянии, без следов сварки. Да, может быть, он крашен, обновлен, скажем так, но без сварки. Может, чуть-чуть шпакла, но без... чуть-чуть варился автомобиль. По лючку бензобака он переваривался целый кусок на лючке бензобака, потому что сгнило, и, собственно говоря, там тоже шпакли немало лежит. Но, по крайней мере, я купил четверть отдельную и варил туда, скажем так, все из заводских элементов, поэтому я уверен в том, что это все будет ходить очень долго. Ну, плюс у тебя есть отдельное видео, там, где все вырезано, варено, так что, говорится, есть доказательства этого всего. Но все равно $500-600 в минус уходит. Если может, так брать. 1000. Может и 1000. Но да, если за 5, то 1000. Я еще не закончил работу над ней, я еще ее на продажу не выставляю. Плюс полная покраска, еще то, что ты планируешь делать, и действительно. Да, но опять же, работу я свою считать не буду. Чисто материал. Да. Возьмем дальше, допустим, идем. 2005-2006 год, Audi A4 B7 моя. Бралась тоже самая дешевая, но были дешевле ее, но там уже откровенно на запчасти брать машину и на разбор. Там уже куски крыльев передних подпадали, рейлингов нету, нафиг они кому нужны, не понимаю, куда они ушли. В итоге, если ее посчитать, вот Серега ее перекрасил, все сделал, варивал еще Игорек на ней пороги. Слава богу, только нижняя часть сгнила, то есть верх порога до середины родная, а дальше по шву варили штамповку. Ну, крышка багажника заменена, капот заменен. Серега, кстати, подарил капот. Ну, с крышкой багажника повезло. Ну, короче, было у меня видео, год владения по ней. В итоге обошлось все $1699, округляем 1700 вложений в нее. Это, я считаю, и оформление, и страховку, и техосмотр. Все, что был даже ремкомплект суппорта за $4 я посчитал, переднего левого колеса. Вот. А так вот первая поломка, вот это шурус передний наружный, ой, левый наружный. Ясно, что она переднеприводная, потом только передний шурус. Поэтому, если так взять, сейчас продаются такие за 8400, за 8700. Есть жуки по элементам, то есть там 5-6 элементов бывает, либо 4. То есть 4 элемента перекрасить, 8400, это 4 элемента, грубо говоря, $400. Сотка каждый элемент. Угу. То есть, тебе она по итогу сколько обошлась? Ну вот 8800 под 9 она и встанет. Под 9. Если все это так взять, то есть я вхожу в нули. Да. За вот сколько взял и сделал. Это вот первый случай, что он... то такой автомобиль есть смысл брать. Конечно же,
Если у вас есть знакомый, который вам поможет с кузовным ремонтом... Который сидит сбоку. Сейчас. Да, потому что если вы отдадите, скажем так, мастеру по кузовному ремонту стандартному, любому там из гаражей, то, соответственно, кузовной ремонт перевалит... Будет не 1300, как мне, 2600. Да. Но за больше точно будет. Вот, и поэтому получаем Audi, ну, вот за 8800 под 9, вот так она вышла в ноль. И как раз таки некоторые такие хейтеры писали в первых видео, когда будешь людям подбирать машину, вспомни, что себе подобрал. Так что те, кто первый раз смотрит, еще раз хочу повторить то, что я тогда еще авоську искал, было видео подбора авоськи. Я тогда Сереге писал, там лабаш был треснут, не было зимней резины, было летняя. И это постоянно было на телефоне. Алло, Серега, алло, там другие разборки, потому что задние фонари там тоже диоды не горели местами. Сколько что будет стоить. Также я искал вот те 4 А4, которые одну из них я купил, это моя самая дешевая среди их 4. Там тоже, помнишь, было коснуто крыло, тоже жуки, поэтому я сразу Сереге, алло, сколько возьмешь? Это все покупалось не на авось, а с подходом реально, сколько это все может вытечь. Да, но в итоге... Кстати, правильный подход, и в принципе, когда подбираете автомобиль, никогда не ездите подбирать его сами. По-любому берите даже человека, который не особо шарит, но, по крайней мере, может посмотреть ту же самую кузовню, заметить жучки, заметить паучки, заметить гнили, все в этом духе, потому что вы смотрите на фотографию, вам фотография нравится, вы такой воодушевленный, летите за этой всегда тачкой, на эмоциях все равно, такой, блин. Да, на эмоциях, все, я беру эту тачку, выезжайте после оформления, она становится колом. Поэтому всегда берите человека, который с холодной головой будет смотреть его. Как все равно такой стоп-кран будет работать, вас останавливать, отговаривать от покупки. Либо просто брать, когда наглый владелец, а машина более-менее нормальная, чтобы он с ним зарубался и так пытался все равно гасить цену. Да. И не мешал вам смотреть. Потому что начинал, а что ты смотришь? А все нормально, что ты смотришь? Начинается стопорения Кстати такие. говоря, я стану немножко на защиту комментаторов, которые писали тебе вот эти вот гневные комментарии. Возможно, да они писали. без... Почему? Потому что ты же не сказал, что ты ее купил по низу рынка, и ты понимал, что со всеми вложениями она тебе выйдет цену рынка, скажем так. Ну да, в ту стоимость, которая должна Ты об стоить. этом не сказал, может быть, люди там хорошие, в принципе, но вот так вот. Да я не говорю, что они плохие, я просто говорю то, что я всегда говорил. Продолжение следует, это не конец. Продолжение следует. Я продолжение выступил адвокатом дьявола. Ну, дьявола не дьявол, но реально она получается в итоге в свою стоимость, ну, вот это 0 в 0 она вышла. Цену рынка. Да даже если вы переплатите немножко, она вам выйдет не в цену рынка, а там на 500, даже $1000 выше рынка, и вы планируете на этом автомобиле отъездить лет 5, то это как бы вообще мелочное вложение. Вы в любом случае будете ее потом еще обслуживать, тормоза, двигателя, все, подвеску, все в этом духе. В любом случае машина это дойная корова, и вы туда будете... Да тоже страховку, я же говорю, в этих 1700 вошло переоформление, страховка, техосмотр. Это уже почти 200 надо отнять, она тогда 1,5 штуки накидывает. А от этого никуда не денешься. Да, ты никуда не денешься, и год проходит, делаешь страховку заново. Да. Либо заплатишь штраф еще дороже, все равно платить будешь. Да. Вот, техосмотр, ну, некоторые рискуют, не проходят. Ну, каждому свое. Ну, тоже там не так критично по штрафу. Но все равно заплатите. Не пройдете техосмотр, штраф на такую же сумму заплатите. Это в любом случае. Но здесь проект вышел 0 в 0. Если его сейчас продавать, потому что если себе его оставлять, надо будет менять масло. Каждая замена масла это еще плюс деньги, еще плюс... Ну, короче, машина дальней перспективы, она все равно деньги начнет съедать. Вот сейчас я второй раз масло поменял, это уже плюс сверху. А чтоб я ее продал еще тогда летом, я бы ушел в плюсы. Да. Вот, поэтому... Ну, вот так вот плавно перетекли с Passat, с моей Audi к Audi A4 B7 к рационализму, скажем так. Потому что да, Audi A4 вот B7 она... с такими вложениями это очень рациональная покупка. Она технический класс, там все сделано. Вот было видео, форсунки льют ровно, сцепление менено, ГРМ заменен, все технически обслужено, все нормально, по ходовой претензий нету. Поэтому вот в этом плане, да, это рациональное зерно. Ну и давай переходим к апогею. Да. Ну что, апогей. Был куплен в 2017 году, раньше, чем все они вместе взятые. 2017 год, октябрь, за 8,5 тогда его взял.
Сейчас они столько же и стоят примерно. А если брать состояние, некоторые 9-200 просят. То есть, короче, в те же деньги, но учитывая то, что тогда можно было купить за 800 и сейчас, не совсем сопутствующая, конечно, вещь. 2009 год. В результате за эти деньги его сейчас можно продать, но он перекрашен, 800 тогда за него отдано было. Ну и так по мелочам. А, плюс ГБЦ мы заменили, ремонт, это еще 1800, если это все взять. Плюс там ходовая, то есть все, ну где-то он 10 500, наверное, все встало. Ну, короче, двушку ты Нет, за это время примерно вложил. Не, 800, 1800 с ГБЦ, плюс обслуживание где-то. Даже может ближе 9 к 11, где-то вот так. 2,5 где-то, да. К 11 ближе все идет. Да, и Но... что Ромчик сделал правильно, это то, что сразу, когда пригнал Passat, это Passat по факту в родном окрасе, со всеми родными элементами, то есть, грубо говоря... ничего не варено, ничего не заменено. Да, все родное, горячий пирожок. И он сразу, зная, что кузова Passat'ов не очень, скажем так, крепкие, сразу взял ее еще раз облил. Собственно говоря, защитил тем самым автомобиль на долгие годы. И я уверен, что сейчас, если человек вот такой вот Passat, вот этот Passat купит, то за него нужно просить, ну, минимум десятку. Минимум десятку, потому что я понимаю, что когда берут свое, все в этом духе, но здесь надежный мотор стоит, кузовня здесь ни одного омененного элемента, ржавчины откровенной нет, днище обработано, арки обработаны. Короче говоря, офигенный вариант. Как я говорил не так давно в сторис, мы с Ромчиком записывали, что это, наверное, один из лучших, если не самый лучший Passat у нас в стране. Ну вот я сейчас смотрю на парковку, он стоит B8 серебристый. Вот я тоже листал, думал, вот у него пробег сейчас 280 тысяч, родной, оригинальный. И стоят тоже по 240, по 260 тысяч километров пробега, тоже 2-литровый дизель. Да, там 150 лошадиных сил, 340 крутящего. На 0,2 секунды он быстрее. Если это 9,9, 9,8, 9,7, что-то такое. 9,8, по-моему, не разгоняется. В результате получаем, ну, нужно отдать 2 раза больше. Все равно ниже 17 никто не просит. И 240-260 тысяч километров пробега. Блин, та же самая машина почти. Ну вот если бы просто, это был B6 Passat со стандартными болячками, с гнилью, с отломанными ручками и все. Ну да, духе, не жалко было бы менять. Рационализм покупки B8 Passat есть. А если у тебя по-любому, Passat конечно, в таком состоянии, то, конечно же, лучше купить 2 B6 Passat в таком состоянии, чем один B8. Да. Себе и жене, и вдвоем куролесить по городу. Да, без остановки. Ну и плюс насчет B8, все равно B8, что не говори, это рестайлинг B6. Глубокий уже. Ну, B7 рестайл B6, а B8 это рестайл еще B7. Но даже недавно от снова B8 ездил, но эти вот даже пластиковые накладки на пороге, когда из машины, ну, выходишь, то же самое, как в B6, один в один. То есть, ну, и дизайн, все одинаковое. И есть мысль, ну, пока наполовину удочку закину, есть мысль осовременить немного его. В принципе, климат-контроль есть, круиз есть, парктроники есть, больше не особо ничего надо. Вот, но некоторые вещи доделать и дальше на нем кататься. Пока все равно цель такая. Потому что, ну, я лично не вижу смысла продавать, а давать 2 раза больше, покупать B8. Ну, как-то... На самом деле у нас сейчас авторынок лихорадит. Я думаю, в России той же самой такая же обстановка. И с ценами происходит вообще что-то неадекватное. Поэтому сейчас покупать новый автомобиль, это нужно по-любому класть десятку. Минимум десятку. Вот за десятку вы можете что-то адекватное сейчас найти. Если что-то дешевле хотите найти, то, соответственно, это всегда компромисс. Либо вот такие вот тачки, как у меня Audi. Да. Не хочу себя нахваливать, но я просто-напросто в нее в душу вкладываю. И я прекрасно понимаю, что если вы найдете автомобиль от фаната, но он, понятное дело, что не может поставить ее за 10 тысяч, потому что рынок у нее не такой, то вам очень крупно повезло. Да, она жрет много, потому что это 2,6 бензин, но как бы... Нужно поставить 1,9. Да, и комфорта, и красоты, и динамики она дает за глаза. Но если мы пройдемся по ВАГу, про B6 все понятно, всем давно известно. B7 тоже недалеко ушла, примерно те же проблемы. Если более-менее, я говорю, переварить, так вот сделать, то все равно либо покупать якобы идеальное, но тоже нужно по элементам красить, $100 примерно ремень, все равно 9 тысяч, не считая технических проблем, что с технической точки зрения.
зрения. Если покупать B8, она уже 12, Audi A4 B8, и к ней тоже не подходи. Во-первых, там уже нету пластиковых накладок на пороге, и там очень хорошо заметно, вот тоже бывает, бросается в глаза, все равно краска отлетает от порогов, надо защищать, может быть, будет дырочка тоже, жуки пролезают, вот у меня и в телеге были видео, и короткие видео на ютубе вот эти, на тиктоке, поэтому тоже никуда не деться, жуки придется гонять. То есть тоже уже с 12 в 13-14 влезешь. Тоже не считая проблем. Там тоже проблемы с ручками. Вот мы Серега вчера, ну, видео выйдет на канале Сереги, возились с ручкой у меня на Passat. Но это моторчики, это ерунда. А там изнашивается сам механизм. Там металлическая втулка, внутри в пластике. То есть ручка вылетает, нужно менять ручки. Ну, это ручки специально для того, чтобы вы покупали новые машины. И новые машины, чтобы не доезжали до такого пробега. Все равно на 300 тысяч этого хватит. Но, к сожалению, что я могу сказать потом по кузову, что ты говоришь, и А4 B8 уже гниют, и B9, я думаю, уже гниют. Ну, и потихоньку начинают. Passat, наверное, тоже, хотя они, наверное, крепче, чем B6. Они лучше, чем B6 по кузову, да. Все дело во владельцах. Если владелец там с новья купил этот автомобиль и сразу завез ее, обработал, то она будет ходить очень долго. Да. Если вы будете постоянно автомобиль спустя там хотя бы года 3, ну, можно даже через 5, но лучше через 3, будете ее обрабатывать еще раз, то есть обновлять постоянно обработку, они будут ходить миллионы лет. По кузову я имею в виду, да, двигатель, в принципе, можно поменять. Классный пример, что сейчас можно купить. Ну, хороший такой молодежный, так, компакт-кроссовер, это Coolray, что они говорят. Ну, сейчас X50 его переименовали. Тот же самый Coolray. Тоже вольвовский мотор-коробка. Ну, классная машина, был на обзоре такой. Да? Да, идеально. Но как раз-таки именно Coolray, это вот вами есть выбор. Или-или. Везде голый металл. Да. Тоже вот сколько людей показывали, каналы другие на ютубе, где люди занимаются антикором, обработкой полностью автомобилей, сняли бампера, снизу снимают на подъемнике, везде голый металл, ничего вообще не обработано. Да, поэтому все в ваших руках. Либо вы завозите машину, снимаете бампера, все сразу обрабатываете, сразу же новую машину. Вот в эти года и стала так популярна вот эта антикоррозионная обработка. Да, некоторые вот маляры ушли вообще от этого. Да. Именно антикоррозийка. Покупают пескоструй и антикоррозийная обработка всех полостей автомобиля уже якобы. А если с новья, вообще идеально. На новую машину и нужно вложить $1000 по-любому, а я думаю, даже больше. Больше? Да нет, 20-ки стартуют даже чуть больше. Надо опять пройтись по салону, выпустить эти видео. 1200, я думаю, с материалом и с работой выйдет. Либо вот новые 25, либо то, что с Америки. Недавно ездил на американцев, Honda Accord, 2018 год. Белая такая красивая. Но видно, что с Америки, потому что справа красиво, а слева уже шов немного не попали. Вот, не собрали нормально. Ну, сел немного удручающе. Так вот сажусь, я привык к Passat своему B6, к Audi садишься, велюрка, она все равно вот чуть подгибается, она тебя вроде как обнимает. Там села все равно кожа, но так жестковато чуть-чуть. Так, ну, ясно дело, камера заднего вида, все современные плюшки, навигация, все. Но, блин, и дверные карты полностью жесткий пластик. Весь один как барабан. Ну, это о чем говорит? Все давно уже знают, что сейчас машины делают маркетологи, раньше делали инженеры. Да. Поэтому мне тоже сложно перейти от старого автопрома на более новый. Очень сложно. Когда ты понимаешь, когда ты трогаешь все эти детали салона и понимаешь, что это сделано из качественной кожи, и садишься в более современную тачку, блин, ну сразу плакать хочется, честно. Но еще машина этих годов, но Accord еще неплохой, если так взять. B8 там тоже еще есть, это еще мягкая кожа на дверных картах, еще есть. Ну и внешне все красиво выглядят. Действительно, маркетологи делают. Красивые, да. А по внутрянке, по комфорту внутри, это уже вопросики. Если, конечно, покупаете такого класса автомобиль и делаете сразу шумоизоляцию, сразу обработку кузова антикоррозионную, да, тачка становится намного лучше. Но все равно пластики вот эти вот стучат, брынчат, от этого никуда не денешься. Ну да, скрипы проявляются, говорят, А4, B7, но скрипами. Ну, в B6 тоже торпеду не разбирал. В минус 20, минус 30 я его не тестировал, так скрипов в нем тоже нету. То есть, это радует. Так ты садишься реально. А в моей подавно. Ну, у тебя, да, бизнес-класс у человека. Полный бизнес. Да, и, честно говоря, тоже летом пригоняли Серегину на
СТО смотри, тогда типа диско, по-моему, смотри. Да. Тоже Civic стоял американский разбитый, тоже голые арки, должен уже все обрабатывать. Не думайте, что, допустим, самое главное, то, что мне пишут, не хочу брать новый Geely, там, Coolray, еще что-нибудь. Новый Geely я хочу сейчас заступиться не хуже, чем тот же Civic или Accord с Америки. Они оба не обработаны, ни хрена, там везде голый металл. Да. И там надо обработать или через 4-5 лет за голову возьмете. Сейчас все большее количество людей приходит к мысли, что самое главное кузов, а уже потом силовые агрегаты. Потому что силовые агрегаты найти и заменить никаких проблем не составляет. Особенно учитывая то, что более современные тачки ходят в среднем 300 тысяч, правильно? Ты 300 тысяч отходил, двигатель поменял и поехал дальше. А если кузов сгниет, ну все, машина на шрот уходит и все, и как ничего сейчас не сделаешь. некоторые, тоже смотрел интервью людей, и там все китайский автомобиль, это не помню какая марка, год гарантии сквозной коррозии кузова. 1 год. 1 год. Ну. Она стоит, блин, больше, чем эти 3 вместе, даже 4, если сюда еще Audi сейчас принять поставить, больше, чем они все 4 вместе взятые. Да. И год 1, ну. В общем, проще действительно взять вес. Да. Ну, нет. Не, ну я не об этом. Я противник таких методов. Лучше уже китайца. Не знаю, почему-то в последнее время китайцы выпускают порой очень хорошие автомобили. Очень хорошо о некоторых автомобилях отзываются. Да, их нужно научиться обслуживать, их нужно научиться там перепрошивать и все в этом духе, потому что все напичкано электроникой. Но я бы все равно брал лучше китайца, чем российский автопром. Да, и понять, что... Уж простите, россияне, кто любит российский автопром, но, к сожалению, так. Ну, да, потому что люди тоже сравнивают сейчас под такси, тоже ребята по такси берут. Все равно вазовский мотор 1.6 по-любому все рассчитывают на 200 тысяч, не больше. Да. А те же Renault Logan, те же ваговские, те же Солярисы, Kia Rio, все равно на 400 тысяч все рассчитывают, что они проходят. И они ходят, потому что я недавно ехал на такси на Рапиде, там 423 тысячи километров. Машина 19 года, Шкода Рапид. Ну, тот же самый полуседан. 1.6 на палке. Вот. И 423 едет, все нормально. Да тут даже дело не в том, что ходит там тот АвтоВАЗ 200 тысяч или 500 тысяч. Он не дает двигатель, замена двигателя. Ну, двигатель, да. Я к тому, что он не дает ощущений комфорта в автомобиле. Вот ты едешь, блин, на табуретке нахрен. Не, ну Солярис тоже не сказать, что... Ну, Соляра, да, но Соляра выглядит покрасивее. Соляра, ну, может, и не покрасивее, но она тише в салоне все равно. Ну, вот. Вазовский громче работает. Ну, вот. Хотя, как говорится, на вкус и цвет фломастера разные. Может быть, кому-то нравится больше АвтоВАЗ. Ну, Веста тоже красивая. Есть, да, Веста, да, симпотная. Веста симпотная, но именно взять... Ну, она дешевле, конечно, чем Ваги, Солярисы, все вот это. Но, блин, проще переплатить и ездить дольше все равно. Да. Если брать с таких соображений. Поэтому, если выходить из этой ситуации, вот либо брать и становиться действительно автовладельцем с большой буквы, либо уже покупать Солярисы, полоседаны, все такое, другого выбора нет. Да. Потому что, ну сколько стоит, но новые Весты около 14-15, все равно в комплектации барабан там ничего нету. А если 5-6-летний, еще не гнилой Б-класс, ну 1.6 на палке, там кондиционер, может климат-контроль будет, АБС, ну и так не особо тоже разгонишься. Ну еще это компромиссный вариант, что можем покупать, все остальное дороже. Да. В общем, по итогу, если вы фанат, то покупайте тот автомобиль, который вам нравится, и вкидывайте туда бабки, храните туда бабки. Это сугубо ваше дело. Я храню бабки и радуюсь этому, потому что я кайфую на этой тачке. А если вы думаете про рациональный подход к использованию автомобиля, и вы хотите ее использовать, грубо говоря, по прямому назначению, правильно? Да. То думайте в сторону покупки более нового автомобиля. Но тоже надо смотреть внимательно. Новый автомобиль новому автомобилю рознь. Есть автомобили, которые никогда не умирают. Это BMW 34, BMW 39 с М50 М3.0 дизель. Цена приравнивается к стоимости однокомнатной Ты же фанат Вага. Нет, я фанат Вага. Я говорю то, что есть на рынке, покупают. Вот я сейчас не могу выпустить видео, подбор, не буду говорить, какой BMW. Потому что мы ее смотрели, она в классном состоянии, все, но она нафиг никому не надо.
А 3-литровые Е39, там, блин, до десятки поднимают и не уходят, пропадает объявление. Как говорят, есть прошлое, есть будущее, а есть вечное. Вот да. Не, ну охрененный же мотор. Да, охрененный же мотор. Я тоже себе хотел BMW на 3.0 дизеле взять. Да, но не с пробегом 500-600. Да, но пришел к тому, что надо чуть-чуть поновее тачку брать, потому что BMW та же самая 39 или BMW E60 охрененные тачки, полностью согласен. С 3.0 дизелем вообще бомба. Но они не стоят таких денег, за которые их продают. Ну не стоят. И все равно кузовные проблемы никуда не ушли. Вот было Е46, я там показывал проблему. Пороги все равно переварили, арки тоже надо варить. Все равно возвращаемся к началу нашего разговора. Мы никого не собирались учить жить, там, экспертов себе строить, бога ради. Мы рассказали про свои машины, свое мнение вообще про автомобильную тематику. Пишите свое мнение в комментах. Давайте спорить, в споре рождается истина. Если брать такой компромиссный вариант, то Citroёn C5, вот мне понравился. Второй Citroёn снимал для рестовый 2008 года с 2-литровым атмосферным бензиновым двигателем. Вот такой хороший автомобиль. В плане кузова он хорош. Гидропневма тоже есть ребята, которые там именно этими машинами занимаются и подскажут. Не те, которые выкидывают и пружины ставят, там что по жесткому там. Вася сказал, это надежно, ну и давай делать. Вот. А в принципе, ну и по электронике, по гидропневме есть ребята, которые этим занимаются и могут подсказать. Короче, по каждому автомобилю можно говорить долго. Да, но факт остается фактом. Самое главное кузов. Самое главное кузов, а уже потом силовые агрегаты. Да, если силовой агрегат, я имею в виду двигатель или коробка, стоит конских денег, как там полавтомобиля или больше, чем полавтомобиля, потому что есть и такие двигатели, правильно? То стоит подумать. Да, вот даже если там идеальный кузов, у вас бахнет движок, то, соответственно, тоже вы попадете на большую копеечку. Конечно, не совсем в тему, потому что не все люди такие машины покупают. Но взять Phaeton, допустим, 5-литровый дизель, который я снимал в V10. Но такие машины сейчас листал запчасти, даже радиатора нету, автомата коробки нету. Радиатор на кондиционер, по-моему, был один, и то там с 3 литров или 4. Да и что тут говорить, Phaeton — это тот автомобиль, это, точнее, автомобиль для тех людей, у которых есть бабки. Если вам нравится Phaeton и у вас впритык денег на его покупку и на малейшее обслуживание, никогда не берите. Да, смотрите на ваш бюджет, прибавляйте 1000-2 плюсом. Нет, если у вас прибавлять 4. Нет, я не по Phaeton, я говорю вообще в целом про автомобили. В целом про 1000-2 долларов прибавляете, если у вас есть эти деньги и вам, скажем так, не жмет карман, я имею в виду, что у вас в кармане не остается пусто, то стоит брать автомобиль за эти деньги. Если вы берете впритык, то однозначно нет. Лучше поискать что-то попроще. Если брать за 8, то плюс 2. Если брать за 10, то плюс 3 должен быть. Да, но это мы уже начинаем учить. Да, мы просто это наше мнение. Да, мы, судя из своего опыта, если вдруг молодой какой-то парень смотрит нас, например, и хочет покупать какой-то автомобиль, однозначно нужно брать тот автомобиль, на который вы сможете обслуживать качественными запчастями. Не говном каким-то, не с разборки, хотя иногда и с разборки запчасти намного качественнее, чем новые, да. Якобы. Но у вас должны быть бабки на его обслуживание, на качественное его обслуживание. Но на данный момент в наших краях оптимальный вариант — это купить А8 D2 с двигателем 1.9. Потому что обложка алюминиевая, и сейчас очень много людей... Кстати, вот недавно были такие автомобили, сейчас их в продаже нету почти. Да, вторых нету. С 1.9, их всех уже разобрали как пирожки. Потому что реально алюминиевый кузов, 1.9 ставят, они на пружинах. Я бы 4.2 взял, но мне жена сказала, нахрена менять А6 на А8, они выглядят почти одинаково. Но 4.2, да, 20 литров расход тебе 15, 14, 13, 14, 15. Да. А там уже 20-ка по-любому 4.2, да. То есть уже, ну да, квадруха, весело, интересно, но все же есть люди, которые взяли либо дорез, либо рест. Ну вот как я снимал обзор, А8 D2 рестовая с 1.9, 188 мотор, чипованный 160 сил, и его хватает, он по динамике как мой B6, чуть-чуть уступает, потому что там 2500 140, а у меня где-то
2400, 2450, 140, ну чуть-чуть по бортам больше. Но и чувствуется, потому что насос форсунки, ну Common Rail резвее пуляет, чем насос форсунки 168. Но тем не менее, комфортный автомобиль для повседневного, хорош. Однозначно. Кузов алюминиевый, так что... Достаточно простой, есть свои болячки, но эти все болячки уже давно известны, и можно все решить. Получается, кузов хороший, силовуха, мотор-коробка, это получается ваговская надежная, потому что 1.9 Чугунина надежный двигатель, а остается только тормозная система ходовая, там что по электрике, то есть уже не такие большие траты. То есть реально выход, если так вы берете на долгую перспективу, если вы берете вон Ford, стоит Focus ржавый, и на такой что-то меняетесь дальше, ну, череп на череп, ну, можно дальше так ехать, пока вам не повезет, либо наоборот, вы не попадете. А если брать на долгую перспективу, то, как я вот На самом деле, если человек меняет, вот как ты говоришь, череп на череп, ему никогда не повезет. Это просто такие люди. Ну да. Просто люди, которые любят эксплуатировать тачку и хвост и в гриву, но ни хрена ее не обслуживать. Но я завидую уверенности этим людям, потому что я сомневаюсь в своей машине, а человек не сомневается севшим аккумулятором, что его щелкают гнилыми лонжеронами. Они уверены, они ездят, блин. Да? Из таких, как вы, смеются. А потом через переезд ЖД переезжают, и у них мост целиком отваливается, балка отваливается. Да, машина остается металлолом, там еще должен останешься. Так что подытожим? Да. Хотя мы уже 10 раз подытожили и постоянно продолжаем разговор. Пишите свое мнение в комментах, это было на наши размышления были. И я хотел снять такое лайв-видео, я надеюсь, вам понравится. Так отвлекаться, потому что одно и то же, пару рубрик, обзоры, там осмотр, еще что-нибудь техническое, какое-нибудь видео ремонтное, и все, на этом все. Хотелось как-то разбавить это вот. Да, самое главное, друзья, пишите в комментариях, может быть, у вас есть какая-то тема для размышления, мы могли тоже собраться и поговорить, или Ромчик сам поговорит, он и сам как бы хорошо справляется. Не, вот, но я тоже могу поддержать. Короче говоря, пишите обязательно в комментариях, то, что вы хотите услышать, и мы обязательно обсудим это. Серега на своем канале тоже решил выпустить рубрику, там, 1 день из жизни гаража, так что посмотрите, может вам такой формат его зайдет, так подписывайтесь на его канал, как я уже говорил. Он занимается восстановлением автомобилей, покраской, ну, короче, проектами. К реставрации стремится. Да, стремлюсь к реставрации. Все, спасибо за внимание, счастливо. Пока-пока.